Ребята, привет всем! 23 декабря, пятница, Франция. 4 часа уже больше проехали с коллегой. 45-ку постояли. Едем дальше. Так, пропустили, отлично, ребят, спасибо. Едем дальше. До Германии 650 километров, но мы сегодня не доедем до нее. Талис, как я его называю, идет за мной. Я как ведущий. Хотя, блин, он мужик опытный, но что-то у него там с навигацией не совсем дружит. Ну ладно, все это поправимо, научу, если захочет точки ставить. Вот. Не знаю, вчера снимал, даже не знаю, что на данный момент выпущу я вчерашнее видео, не выпущу, может какие-то отрывки запущу сюда. Ну, поживем, увидим. Вкратце расскажу про вчерашний день. Достаточно такой тяжелый он был, блин, суматошный, так скажем, с этой таможней, неразбериха, то надо, то не надо. Пришлось мне, уже все сделали, Талис меня догнал, пока я узнал, где, что, как в этой таможне, блин, где припарковаться, куда идти, кому подавать, с кем разговаривать. Вот. Он меня догнал. Вернее, я ему прислал точку, где паркинг на таможню, где я его жду. И мы вместе подали документы. И тогда он погнал на заправку, пока я там ждал документы. Получил документы, позвонил ему, сообщил в офис. Он приехал, короче, мы погнали. До границы Франции доехали. Еще километров 40, по-моему, проехали. Блин. Надо было вернуться опять на таможню, кое-какие дела доделать там. Блин, ну тогда я говорю, ладно, Талис, ты оставайся. Или, может, ты поедешь, или я поеду, потому что не надо вдвоем ехать, блин. Топливо, блин, жечь, блин. Говорит, ну ты по-английски здорово балакаешь, так что давай, говорит, ты езжай. Ну, я съездил, там уладил, короче, ну это все, туда звонить надо, сюда звонить. А там девчонка испанка, по-английски вообще не бум-бум, блин, нервничает, что-то, блин, выгонять. Хорошо, там парень подошел, по-английски мы с ним пообщались, нормально, короче, разобрались. И пока приехал, мы уже понимаем, что день, блин, как-то безалаберно прошел. Ну и погнали. Встали там на паркинге мы, уже в темноте. Но долго не получилось, что там 9 часов где-то только отъехать. Даже 9-ку, по-моему, не сделал. Но без 1 минуты 13 рабочего. Ну, что сказать еще. Отдохнули. А утром посмотрел на тенте маленькие смайлики, блин. Парезики, блин. Прямо возле кабины, блин. Ну, по-моему, у меня их не было прошлой ночью. Ну, может быть, это позапрошлой ночью, когда я стоял на паркинге в Испании, где там перед Барселоной, где говорили, что режут тенты. Вот. Может быть, там, не знаю, сегодня обнаружил, сфотографировал. Ну, маленькие они такие, по 5 сантиметров. Знаете, шведские смайлики такие. Талис говорит, надо было дверь открыть, блин. А я говорю, а толку, понимаешь, что дверь открываешь, но они видят, что сзади какой-то груз. Но им же все равно интересно посмотреть, блин. А некоторые просто вот от нехер делать, едут вот эти. Туда даже, блин, палец только залезет. Рука даже не залезет. А вот. Сейчас мы с Талисом на связи, блин. Болтаем постоянно. Так, нам сейчас 109 километров проехать надо будет там до поворотчика. Ну, сфотографировал, скотч есть серебряный, заклеил это, чтобы, ну нафиг. Потому что одно дело, когда солнце, погода, другое, когда будет дождь, снег. Не хочется. Не знаю, будут ремонтировать, не будут ремонтировать тент.
Ну, я думаю, что не будет ремонтировать, отремонтируют, когда приспичит, знаете. Частенько приспичивает именно на этом самом, на каких-нибудь загрузках, да, где проверяют тенты. Вот я когда в Германии, помню, работал в Хейстеркампе, приехал бумагу везти, да, там полная проверка тента. Если там большие какие-то дырки, то посылали там же ремонтировать. Ну, а также там проверяли, я помню, количество ремней, уголков пластиковых, все дела. Ну, а здесь маленькие порезы, ну, если надо будет, да, значит. Но я все равно сообщу, конечно. Чтобы потом не было непонятно. В принципе, там фигня вот это заклеить. Я так посмотрел, они там феном клеют, блин. Ставят прокладку. Сам можешь сделать, был бы фен, и это липкая заплатка. Ну вот, и поехали. Вот. Проехали, сколько мы? 4 часа. А сейчас скажу, кстати, сколько мы сегодня проехали. Уже на данный момент 3... Вот на данный момент 3:50. Вот здесь мы уже едем. То есть 3:40 мы проехали. Ну так, стали на паркинге перекусить. Воды я набрал. Во Франции нормальная вода, но только... Я уже говорил в одном из видео, прежде чем набирать воду в канистры, все-таки нужно набрать ее в какую-нибудь пластиковую бунжу. Потому что в одном месте, я помню, во Франции, на телепейдже, чудак набирал в 5-литровку, и там вода была просто белая. Не то, что там хлорка, а просто белая, как мел. Конечно, а если ты набираешь воду в канистру, ты только видишь, как она течет. Вроде прозрачно, а там внутри, блин, получается молоко, блин, какое-то, полумолоко. Как-то вот так. Но здесь нормальная вода, я набрал. Хотя до этого я купил 6-литровую бунжу воды в Испании. Потому что в Испании вода отвратительная. Если ее набирать, она хлоркой пахнет. Там только руки помыть и кружки. Ну, в смысле, посуду. Ну, а сейчас все в порядке, блин. Набрал 10 литров, хватит мне до Латвии. Напомню, идем мы на Ригу, торговый порт. Ну, пока говорю я, ведущий, дал за мной по маршруту, который прислали. А, кстати, и заодно сразу комментарию там подписчику относительно, что по платной шел, рядом шла бесплатная. Когда нужно, из офиса приходит информация, как ехать, по каким дорогам. Нет у нас такого, что только по националкам, ни в коем случае по банам. На данный момент такого не было. Если надо по националкам, тогда присылают. Говорят, вот едь по этой, по этой, по этой. А если не присылают, значит, как тебе удобнее. Ну и причем по националкам там ехать, я все равно шел как бы на ближайший к городу Аликанте паркинг. А там на националках мне нужно было 45-ку стоять. Сами понимаете, что на националках на 45-ку там не встать нигде. Там было у меня 2 места. Там, где ресторан. Вот где мне, кстати, женщина сказала, что вода плохая в Испании, так что не надо набирать ее. Ну и второй паркинг как раз перед Аликанте, где я вот делал паркохозяйственный день, ПХД, так сказать, уборкой занимался. И Талис, кстати, там же отстоял, только, да, он с понедельника отстоял до среды там. Если бы я знал, что он туда поедет, либо он раньше со мной связался, то я бы тоже туда бы приехал. Веселее было бы постоять. Не поехал бы я на этот платный паркинг, но в принципе я больше на него и не поеду, но только по нужде. А там вот этот, где заправка Цеспо, там 2 паркинга, они друг напротив друга, ну 2 заправки, и там мест, наверное, 7 на одной стороне и столько же мест на другой стороне было. Вот.
Ну, Талис нормальный чудак, конечно, как мы все со своими прибамбасами. Единственное, он недопонимает, что я немножко не так работаю, я не так еду. Ему лишь бы быстрее отъехать, быстрее встать. Я говорю, интерес, где-то остановиться, что-то посмотреть, блин. По нужде сходить. Ну, тогда да. Я говорю, бывает, что вот ты знаешь, что паркинг через 100 километров, грубо говоря, а ближайший паркинг вот сейчас, и ты проехал всего лишь 2,5-3 часа. Я говорю, я обычно 2 часа, 2,5 проезжаю, останавливаюсь на 15 минут, и потом остальное время доезжаю, становлюсь на 30 минут. По-моему, там пробочка у нас какая-то. Да. Пробочка. Все мигают, мы тоже включили аварийку. Пока катимся. То есть тут приходится немножко подстраиваться. А я этого не хочу. Ну, в принципе, интереснее идти в паре, конечно, по-любому. Потому что поговорить по рации можно. Рация работает. Что, как, куда поедем, где будем останавливаться. Вот надо бы Lidl найти ему. Говорит, овощи купить, если где-то будет по дороге, по националкам остановиться. Ну, сейчас проезжали, были магазины, но мы ехали рано. Магазины были еще открыты. Ну, вот пробочка у нас тут нарисовалась. На ровном месте. Неужели кто-то улетел куда-то, блин? Ладно, постоим в пробке и поедем дальше. Как говорил, уже до Германии более 600 километров. А нам ехать, максимум, 5,5 часов максимум еще. Ладно, ребята. Пробка, она и в Африке пробка. Шталс. Вот уже пошел дождик первый, блин. Как это говорится, с лета попали мы в осень. Хотя по полям здесь весна. 12 градусов уже, это не 24. Идем вот по таким вот дорожкам. Немножко там в одном месте улетели не туда. Ничего, бывает. Не там сошли с круга. А вот здесь нарисован, типа, радар должен быть. А где здесь радар, блин? На дереве висит, что ли, блин? Или уже сняли? А, вот он, радарчик. Да, есть радар. Перед крутым поворотом. Ну что, нормально так вдвоем идти, весело, блин, по рации. Куда едем? Куда ты пошел? Куда надо? А, не, все правильно, туда едем. Нормально. Пошли. А еще, знаете, после Голландии, я вам скажу, вот эти дороги, они не кажутся уже столь узкими. Или Бельгии, там, где я через деревню одну ехал. Это было на миллиметре в канаве, по миллиметрам, блин. Не в канаве, а канаву обходил. По сантиметрам буквально. Мостик проходил, блин. Выходил, даже замерял его ширину, блин. Да. Это было, но это была Бельгия, да. Так, ну что тут у нас? Светофорчик горит. Опять какой-то поселочек, да? Ну вот французские домики. Конечно, интересно проезжать по этим вот местам, когда солнышко, блин,
птички поют, все кругом зеленое, красивое, люди все такие летние, одеты по-летнему. Поэтому, когда я попал первый раз во Францию после Голландии, я, конечно, мне эти узкости были так не особо. Там узкости, как прислали мне тут фотографию, где фура встретилась, а навстречу ей караван из трех, по-моему, из 3 тягачей, говорили. Справа канал, слева канава, и все. Как они там, разобрались, это офигеть. Наверное, вертолет вызывали. Ну, это круто, конечно, так встретиться на узкой. Вот когда тоже по Голландии, по Франции тоже еду такой по узким дорогам. Канава, канал, поле, лес. И думаешь, а вот, какой-нибудь такой же, как я, бродяга, будет идти навстречу. Что тогда? Тогда что вообще? Вот реально, что тогда? Будем вылазить, Один другому помогать, задом вставать. Но в этом и прелесть работы. Повезет, не повезет. А если не повезло, то повезет ли потом? Я уже испугался. Думал, детки, дорогу будут переходить. Как я там попал тоже. Ой, сколько с автобусами расходился, с фурами. Тоже там. И во Франции, да. И в Италии. А первый мой рейс был, самый первый. Я в горы ушел. Вау, по Германии. Вот тогда уже... Ладно, в горах одно дело, если светло. А я попал в горы, темно было. Темно за мной, у меня груз за 20 больше. За спиной, серпантин, зима. А навстречу автобус, навстречу фура, разъезжаться. Это было... Да, для меня это был такой стресс, я вам скажу. Это был мой самый-самый первый рейс с ДЧЛ, на Хестеркампе с ДЧЛом. О, Ничего, разошелся. А когда, помню, там ремонт дороги в Германии. 3 раза разными путями я приходил в одну и ту же точку. Это уже бесило, уже, стоял, просто ждал. Поехала фура, я за ней поехал. Ну, местная, немецкая. Потому что я не один такой был. За мной было 2 поляк-румын, и впереди поляк был. И мы все за этой немецкой фурой. Говорим, давай дождемся местного, тогда за ним поедем. Он выведет куда-нибудь. А то мы все время возвращались, И тоже по лесу ехал там. Там, где, мы 4 идем и понимаем, что если мы, сейчас стрянем, то это будет все. Это будет, если кто-то поедет, я имею в виду. А как по Франции я ехал, тоже есть видео, по лесу. Ну, хорошо, косули там не перепрыгивали, но сам факт, по лесу, в темноте, время заканчивалось. Нет, там стать в промзоне, маленьком поселке. Нет, решил чуть дальше проехать. А там уже все, развернуться негде. Задом машина сзади теснит. Ну, решил проехать дальше. Ага, и уехал в лес. Но зато потом нормальный паркинг нашел. Так, что у нас тут с этим делом? Я так понимаю, вот чудак, левый поворотник врубает, а едет, в другое место. Ну вот и, не совсем узкости, но туда нельзя 7,5 тонн, а сюда можно. Сюда мы и поедем. Спасибо.
тетушка, мадемуазель или мадам. Тут и деревья, сучья. Ну, проходим, зато интересно. Есть что вспомнить. Конечно, у меня опыта не столько вот этих всяких проблематичных участков. Но, блин, все равно есть что вспомнить уже. Как раньше вспоминал морские приключения, теперь вспоминаю. Не, ну я там не сижу возле стола, не там не обсасываю, рассказываю, какой я крутой. Что вот там стоял, здесь ехал. Не, я просто вот первый раз сейчас такое вот воспоминание. Блин. Ух. Здесь, кстати, знак 6 10 вечера до 5 утра нельзя здесь ехать. Если бы ехали бы вечером, то пошли по другой бы дороге. Но... А так попросили здесь проехать. Чем мы и занимаемся, ребята. Ну, конечно, эко улетает здесь, на этих дорогах. Это конкретно, блин. Что тут поделаешь? Торможения и такие. Какой тут может быть, блин, экономия топлива? Вот по 10.83 идем. Нету здесь Лидла какого-то. Коллега хотел бы. Но тут и стать-то негде, в принципе, даже если бы был. Дождь закончился. Все, пошли дальше, ребята. Ну что ж, отстояли еще одну 45-очку. Талис сгонял в магазин, а мне не надо магазин, мне не нужен магазин, а то я начну опять там отовариваться по полной. У меня все, я закупил там на заправке. Так что нормально у меня с этим. Поэтому едем уже как бы заключительную часть кардебалета. И будем уже через... Ну вот осталось ехать 3:40, где-то через 2,5, чуть больше. Ну, возьмем сегодня десяточку, захватим. Уже будем искать паркинг там где-нибудь. Я надеюсь, мы выйдем там на нормальную дорогу. Надо будет посмотреть. С паркингами. Но в любом случае надо будет уже паркинг искать. Нормальный такой магазин, рядом паркинг, можно даже, вон там тоже можно стоять, я смотрю. 24-ку можно постоять здесь. Да, наверное, 45-ку можно стоять. Ну, конечно, нигде нельзя стоять, да? Вы скажете. Но я имею в виду, что место хорошее. Маленький городок. Ну, знаете, в такую погоду, конечно, гулять не особо хочется по этим маленьким городкам, большим. Уже чувствуется, что мы едем не в лето, а возвращаемся в наши тропики латвийские. Понемногу приближаемся. Что-то я уже в майке. Надо будет, наверное, сегодня уже последний день шорты
носить маечку, уже надо будет одевать спортивные штаны подлиннее. И, наверное, свитерок. Что там показывает? Ой, блин, что там застряло. Полиция, что ли, там стоит, или что он там показывает? Здесь вроде 80 можно уже ехать. Ну нет, не знаю. Вроде как ничего не нарушаем. По Германии, кстати, да, 60 километров по националкам. Во Франции 80. Можно смело фигачить. Хотя, погодите, да. По Голландии можно 80 фигачить. По Франции. Я уже запутался. Давно не был в Голландии. Сейчас глянем. 50-90. Да, можно. Вот не знаю, как поставить средний расход. Какой-то он странный показывает. 0,2 литра на 100 километров. Что это имеется в виду? 0,2 тонны? Нет. Что же такое показывает интересное? Так, нам сейчас куда-то надо, блин, смотаться. Куда именно, блин? Да, вот там типа... А, там еще часовой запрет. Тот, который был запретом. Да, мы не идем на шестерку. Идем вот сюда. Там и опасный груз 6 тонн закрыт. Там вообще просто закрыт проезд. Для нас. Надо туда заехать. Блять.
лезешь-то, блядь? Ребятки, понемножку приближаемся мы, блин, к 36-й дорожке. И уже пойдем в сторону границы. Правда, до границы нам еще, мама, не горюй. Но сегодня нам еще ехать я могу 44 минуты. Ну и я могу, и все мы можем. Коллега может тоже 44 минуты ехать. Это я не могу понять. Эти что-то туда едут, это как-то так поехал. А в чем прикол? Что они какие-то больные, блин? Что они все в одну полосу лезут? Что-то странные какие-то люди, блин. Тут две полосы, они все в первую. Ладно, мне нельзя. Или им надо магазин. Наверное, магазин надо. Subway. Вот здесь метро, что ли? О, да, им, наверное, вправо там надо уходить сразу. Ну а нам на третьем повороте налево. Съезжать, вернее, будем не налево, а на третьем повороте будем съезжать. Сегодня очень много ехали, уже 9 часов 20 минут руля, так скажем. Ну вот, сейчас уже пойдем направо. Париж-Лион, нам туда не надо. Париж-Лион. Нам по прямой на выезд. Вот мы сейчас будем проходить телепейджи. Здесь паркинг. Вот паркинг, кстати, есть. Офигеть, прямо в городе паркинг на телепейджи. Видел паркинг прямо в городе после телепейджа с левой стороны? Не смотрел. Ну как же, ты же водитель. Я был занят, чтобы один придурок, он видел, что фура выкручивается по кругу, блядь. Ему обязательно надо лезть сзади, левую сторону обогнать, блядь. А, ну да. Я так же само, блядь, борюсь с ними. Не, вот что, вот паркинги, я наблюдаю хорошо, блядь. Замечаю, отмечаю, сохраняю на карте у себя. Даже на которых я не был. Вот приезжаю, отметил, блин. Ну что, ребята, погнали. По 36-й. Надеюсь, в ту сторону я поехал. Потому что туда 36-я, и в другую сторону 36-я. Ой. Слышали, там боролся с кем-то. Талыс. Спасибо большое. Да будь здоров, дядя Олег. Здоровья. Все. Ну сейчас давай паркинг, дай. Сколько там до паркинга? 14, 13, 12 километров. Че он, блин? Вот, 12 километров, ребята, до паркинга. Туда мы и направимся. Талыс 12 километров.
Олег, смотри сам, где ты заедешь, там заеду я. Я предупреждаю, чтоб не проехал мимо меня. Ой, сюда. Так что все в порядке. Ой, посчитай, сколько мы сегодня проехали. До германской границы, ребята, как до канадской, а? Сейчас скажу вам. Думаете, не знаю? Знаю. 318 километров. А до польской 1000. О, ну завтра только, блин, заедем в Германию, прокатимся и там где-нибудь станем. Пораньше. Ну, по Германии уже будет еще труднее идти. Уже зимушка, зима. Мы идем к ней навстречу. Она нас ждет в Латвии, в Литве, в Польше. Давно не видели снега. Так что вот такие погода, конечно, ребята, испортилась. Ой, паркинг тоталовский с заправкой. Тотал. Следующий через 20 километров, а следующий через 37. А нам 38 ехать. Вернее, мне 38, а Талису, по-моему, там 41. Ну, я надеюсь, что все в порядке, будут места. Время-то только 4:30 по французскому. Это вообще через 2 часа только начинается. И должны быть паркинги пустые, по сути, потому что Рождество наступает. Я думаю, французы, голландцы, бельгийцы, немцы, они стараются все попасть домой. Ну, как минимум завтра. А по сути уже и сегодня. Поэтому, как я помню, прошлый год в это время паркинги были свободные. И в это время, и на Новый год. Ну, я на Рождество помню хорошо, потому что я ехал в этот момент. А Новый год я проезжал мимо паркингов, да, они были пустые. В Голландии я Новый год встречал в Олдензал, в Голландии на базе, я как сейчас помню, я уже говорил недавно, что привез груз в Юск. Вот, а закрыто было. Я не успел вовремя привезти. Не то, что вовремя не успел, я задержался, не помню, то в Бельгии, по-моему, задержался, или в Голландии тоже, в одном из Юсков. Я откуда с другой стороны шел, ну не помню. Короче, я приехал в 6 часов вечера или 8 вечера, уже закрыто было. И открывался он, по-моему, 2 января только. А Юск находился буквально возле базы, 2 километра от Олдензала базы. Ну и, конечно, я поехал на базу, оставил там прицеп и отъехал в сторону, чтобы получше, чтобы интернет ловить. И так провел, по-моему, 3 дня, или 4, даже 4 дня, наверное, провел. Это было 31, 1, 2 или 3 дня на базе. Но сам факт, что на момент Рождества и Нового года, да, вот эти даты, я ехал, были пустые паркинги. Потом там у голландцев началась Ночь огней, у них какой-то праздник есть. Ночь огней, там с семьями собираются, костры разводят. Тоже, по-моему, что-то там в районе Рождества или Нового года. Кстати, это считается очень важный, традиционный праздник такой. Как бы праздник семейного очага, что ли. Они выносят там всякую старье, которое никому не нужно, никому никто не забрал, никому не отдали, и сжигают.
И заодно греется всей семьей у этого очага. По-моему, такая традиция была. Вот, ну что, ребята, в принципе, дальше будет как все обычно. Ну ладно, заедем мы на паркинг. И тогда я уже завершу видео. Тут остается нам 4-5 километров. 4,7. А, да, давайте заедем, а то вдруг мы не заедем на него. В смысле, что мест не будет. Сомневаюсь, конечно. А, и, кстати, почему-то знаков нету. Либери. Обычно стоят знаки. Свободен, не свободен. Тем более паркинг с заправкой. А заправка, это значит там туалет, возможно, душ. Вот. Ну, соответственно, кафе, ресторан. Причем у французов внутри заправок, как я говорил, все бесплатно. Ну, душ, не знаю, душ, наверное... Хотя я видел и бесплатные души были во Франции. В Испании нет, в Испании платные души, туалеты бесплатные. А во Франции, ну, повторюсь, я уже говорил вчера, там индус подходил, спрашивал about shower. Я могу спросить там внутри газол station, но ты учти, что они закрывают их на ночь, может не работать, потому что горячую воду отключают. Ну, я такое слышал, у меня коллеги говорили, друзья, которые вот Витек говорил, что он, во Франции офигеть, вечером воды горячей нету в душе. Как-то так. Ну вот, еще 2,6, уже скоро будем майнаться. Я скорость сбавил. Забылся немножко на 5 километров. Ну, 33 минуты нормально. Но все равно раньше, чем 5 часов завтра я не собираюсь стартовать. Так что вот так. Но я говорю, завтра в Германии будут свободные паркинги. Главное, где мы там пойдем, надо посмотреть. Главное, чтобы не в промышленных районах Германии. Типа, я даже не представляю, где мы там. Хотя все может быть. Дортмунд, Мюнхен, Дюссельдорф. Это же промышленные зоны. Надо посмотреть, где мы там будем заходить. Ну вот, все, ребята, подъезжаем. Будем заходить на посадку 300 метров. До чего-то там. Ну что, получается, паркинг раньше, чем заправка. А, ну может быть, да, может быть. Я не знаю, я тут уже на некоторых паркингах, в принципе, я был, да. Со стороны Марселя шел. Может и на этом был. Сейчас будем смотреть. Где тут паркинг сам находится. Внизу нету. Макдональдс вижу. Нет, паркинг прямо. Для легковых машин направо. Вот заправка. Вон там стоят машины. Что-то как-то маловато. Небось ремонт не делают, я надеюсь. Ой, блин. Ой, блин. Ой, блин. Что здесь такое? Здесь рядом вот за этой Макдональдсом нормальный паркинг.
Все. Фу, ребята, все. Стали на паркинге, блин. Что-то мучился. Там ни хера, ничего не видно вправо, ничего не видно влево зеркало, блин. То, что он показывает, не понимаю, что он показывает. Потом вспомнил, что я здесь был, что здесь нормальный паркинг. С правой стороны. Я говорю, блин, поехал сюда, все нормально стали. Ладно, ребята, на этом все. Всем хорошего дня. Берегите себя, своих родных и близких. И все будет чики-пуки.